Мороз, мороз, не морозь меня, не морозь меня, моего коня. Привет, друзья! Гуляла недавно по улице и случайно нашел вот такую вот штуковину, очень интересную. Что это за микрофон, я понятия не имею. Может советский, может не советский. Появилась мысль посмотреть, что у него внутри, и сделать его, отремонтировать для себя. Давайте посмотрим, что здесь. Что такое? Какой-то капсуль, что ли? Здесь видна такая резиночка. Так, я так понимаю, вот эта вот часть разбирается. Но она мне, в общем-то, без надобности. А тут у нас что? Ух ты! Так, нету здесь винтика, и здесь нету. Получается, что на одном винтике всего держится. Остальные потеряны. Интересный, очень старый советский разъем, внутри установленный. Тоненький проводочек. Так, корпус я пока уберу из кадра, он мне не нужен. Интересно, интересно. Вот такой вот разъемчик стоит. Интересно его до конца разобрать. Ага, раскручивается. Вот сюда мы будем кабелечек подпаивать. Так, хорошо, это пока тоже в сторону. Давайте разберемся с капсулем. Что с ним и почему он не припаян? Ух ты, а тут и нету ничего. Был когда-то капсуль, но теперь его не стало. Это вот крышечка. Вот я вижу, судя по всему, здесь вот раньше было какое-то перекрестие сделано, но его, видимо, выкусили. Наверняка тут стоял какой-то динамический капсуль. Но это мое предположение. На самом деле я не знаю, что это за микрофон был. Могу только предполагать. А мне нужно теперь придумать, что с ним сотворить. Так, решетка нормальная. Кстати, решетка двойная стоит. Снаружи крупная сетка, а внутри стоит мелкая сетка. Такой своеобразный поп-фильтр сделан. При помощи трубок разного диаметра я вот из такой губки, из такого поролона сделал вставку. Такая вот кругленькая вставка, вот отсюда она вырезана. Вот. И сделал такое вот маленькое отверстие, куда я буду вставлять новый микрофончик. Вставлять я сюда буду вот такой микрофончик электретный. На нем, на его корпусе написано название CZG34. Вот здесь вот CZG34.
Откуда он у меня появился, не помню, но, наверное, его тоже можно найти на Алиэкспресс или в ближайших радиомагазинах. Вставляться он будет сюда и дальше уже вот в эту обойму. Но для начала нужно разобраться вот с этим разъемчиком. Значит, припаиваться тут будет все немножечко не так, как раньше было. Вот если вот так рассмотреть разъем, у него получаются контакты. Вот этот первый, второй, третий, четвертый, пятый. Припаиваться будем так. Вот я смотрю, здесь земля раньше никогда не применялась, а она обязательно должна применяться при распайке микрофона. Если мы на корпус микрофона не подадим заземление, то у нас микрофон будет фонить. Поэтому мы подаем заземление на корпус, на первый контакт. Вот эти вот проводочки, которые идут от микрофона, должны быть распаяны так. На второй контакт, вот это второй контакт. Сюда должен распаиваться минусовой контакт с электретного микрофона. На третий контакт разъема должен припаиваться плюсовой провод от электретного микрофона. Если мы сейчас вставим и проверим, что у нас тут было раньше, то у нас тут было черти что и сбоку бантик. Проводочки вроде бы неплохие, нормальные, гибкие. Их просто нужно перепаять. Вот в этом месте, где проводники проходят внутри корпуса, тут очень желательно сделать такое вот свитие проводников. Это еще сильнее уменьшит паразитные помехи. Меньше будет собирать все различных наводок. В кембрик я это засовывать не буду, это не обязательно. Можно оставить так. Отверстие тут маленькое. Елки-палки, ну что-нибудь сейчас придумаем. Из-за того, что здесь очень тоненькое отверстие, попробуем протащить кабель при помощи других проводков. Таким вот простым способом. Будем надеяться, что получится с первого раза. Ну, не получится, значит, будем как-то по-другому. Опа, протянул. Все, проводки у нас здесь.
Винтик здесь в Паттай с резьбой М1,5. Таких у меня сейчас в наличии нет, но потом поищу, подберу, потому что такая болтанка – это нехорошо. За счет винтика, конечно, присутствует контакт с корпусом. Но лучше, если болтанки здесь вообще не будет никакой. Дальше. Наверняка здесь конструкция раньше была другая. Но мы будем делать именно так. Вот наши два проводка. Они должны пройти еще через поролончик. Замечательно. Все, плюсовой припаян, минусовой припаян. Аккуратненько устанавливаю микрофон на свое место. Все, теперь микрофон собран. Осталось для него изготовить кабель. Микрофончик пока отложу в сторону. Но, друзья дорогие, пришло время лайфхаков. Касательно кабеля микрофонного, что хочу сказать. Можно, конечно, купить в магазине какой-нибудь импортный кабелек, так называемый импортный. Вам его наверняка продавец посоветует. Будет он нонеймовский. На примере вот этого тут даже видно, что очень хорошая экранировка сделана. Казалось бы, должен хорошо работать, но увы. Увы, этот кабель не медный. Это кабель алюминиевый, обмедненный. То есть обычный алюминий сверху покрыт медью при помощи электролиза. Припаять его можно, некоторое время он будет держаться, но потом сами понимаете, что происходит при контакте меди с алюминием. То есть и такие кабеля, они долго не живут. Поэтому его просто выкину, а посоветую использовать обычный кабель КММ. КММ или еще бывает такой кабель МКЭШ. По сути, это микрофонные кабели с достаточно нормальной экранировкой. У КММ похуже, у МКЭШа получше. Как вы видите, на кабеле присутствует два внутренних провода и экран. Самое главное, эти провода правильно припаять к микрофону. Если вы просто припаяете экран к экрану, а сигнальный провод к сигнальной клемме, то вы наберете не только шумы, но еще и очень много наводок. Кроме того, сейчас покажу другую сторону кабеля. Значит, смотрите, я его уже припаял за кадром, потому что процесс этот непростой. Каким образом с этой стороны припаяно?
значит, экран, вот этот вот экран, совместно с одним из сигнальных проводов припаивается вместе на корпус разъема. Таким образом, земля у нас от приемника сигнала идет и по проводу, который внутри кабеля, и по экрану. То есть земля со стороны приемника идет по двум проводникам. Здесь, с этой стороны, у нас минус идет и по экрану, и по белому проводнику. Красный проводник у нас остается сигнальным. Со стороны микрофона экран припаивается к корпусу. Вот этот проводок, который идет внутри экрана, он припаивается к минусу микрофона. Вот этот провод припаивается к плюсу микрофона. Еще один важный момент, который я хочу озвучить. Обратите внимание, что с этой стороны красненький проводочек, он припаян только к одной клемме. Припаян он вот к этому контакту. Вот этот контакт остается свободный, как бы ненужный. По идее, его можно было также сюда подать землю, но я не стал этого делать. Почему делается именно так? Дело в том, что любой источник сигнала имеет свое выходное сопротивление, которое нужно согласовывать с входным сопротивлением приемника, в данном случае микрофонного усилителя. Микрофонный усилитель имеет свое входное сопротивление. Если мы сигнал с монофонического микрофона, то есть один канал, начнем подавать на вход на один и на второй параллельно, то у нас два входных сопротивления соединятся параллельно. Согласно всей документации, входное сопротивление усилителей составляет порядка 2 кОм. Это я имею в виду микрофонные входы компьютера, микрофонный вход Zoom H1N. Каждый канал имеет входное сопротивление по 2 кОм. Если мы два канала соединяем параллельно, мы получаем входное сопротивление 1 кОм. Таким образом, у нас получается рассогласование по сопротивлениям, и частотная характеристика может значительно измениться. Чтобы этого не произошло, лучше всего подключать микрофон только к одному каналу, а затем уже при накладывании звука на видео использовать только монофонический сигнал, либо продублировать один канал на второй. Итак, с этой стороны разъем припаян, я его могу собрать. Все необходимое я вам уже рассказал. Осталось только припаять и испытать, что же у нас получится. Вот это у нас первый контакт, второй контакт, третий. И заземление. Заземление подключается не только сюда, а еще и к первому контакту. Ну, такая распайка, так должно быть. Не путать заземление и минус. Минус припаивается вот сюда, на второй контакт. И третий контакт, который является сигнальным, припаивается вот сюда. Есть. Теперь вот этот проводочек можно спокойно согнуть. И припаять к первому контакту.
Можно вот эти проводки припаять. Есть один. Есть. И теперь нужно его изолировать. Все контакты заизолированы, за исключением заземления. Заземление изолировать не обязательно. Теперь нужно собрать разъемчик. Сначала сюда надевается вот этот кембрик, который был в комплекте с заводским разъемом. Затем сюда надевается вот эта штучка. У нее тут есть вот шлицы. Все вставилось. И теперь вот сюда нужно вкрутить фиксатор. Фиксатор вкручен, и теперь наш проводочек отсюда не выдернется. Так. И осталось прикрутить вот эту заднюю часть разъема. Все. Вот наш кабель готов. Его длина составляет 2 метра. Мне этого вполне достаточно для подключения микрофона к Zoom H1N. Итак, микрофончик спаян, пришла пора его испытать. Кабель тоже сделанный, спаянный. Все прекрасно. Вот противоположная сторона разъема. Почему здесь использован мини-джек 3,5 мм? Все потому, что я собираюсь этот микрофон использовать совместно с Zoom H1N. На протяжении всего видео вы слушали мой голос через оригинальный петличный микрофон Andover, подключенный к Zoom H1. Запомните, пожалуйста, этот голос. Сейчас мы его будем сравнивать с новым микрофоном, который только что совместно собрали. Итак, отключаю микрофон. И подключаем новый микрофон. Послушаем, как он звучит. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. По-моему, разница налицо. И теперь этот микрофон я, скорее всего, буду использовать для озвучивания видео. Звук получился достаточно чистый. Шумов нет. Наводок нет, так как кабель правильно расключенный. Попробуем переключить фильтр низких частот. Вот сейчас фильтр низких частот отключен, и, по-моему, звучание очень даже достойное. Мне кажется, оно даже не требует постобработки. Можно такой звук, такой голос оставлять и сразу его монтировать в видео. На мой взгляд, звук даже гораздо лучше, чем через так называемый оригинальный Andover. Получился вот такой очень интересный и достаточно хороший микрофон с кардиоидной направленностью.
Направленность я вам сейчас продемонстрирую. Сейчас я говорю точно по оси микрофона и начинаю его вращать. Раз, два, раз, 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 два, три, четыре, раз, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Сейчас вы слышите, как мой голос стал значительно тише. Это значит, что все звуки, которые идут с тыльной стороны микрофона, они не попадают в капсуль. Они очень сильно заглушаются. И вращаем микрофон в обратном направлении. Раз, 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 два, три, раз, 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 два, три, раз, два, три, раз, 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 раз. А вот сейчас по оси микрофона прекрасно слышны все высокие частоты. То есть он достаточно отчетливо передает каждый мелкий звук, что мне очень в нем нравится. Пожалуй, я теперь его регулярно буду использовать для озвучивания своих видео. Внизу под видео я оставлю для вас интересные ссылки. Проходите, смотрите, может быть, интересно будет что-то приобрести. А чтобы лучше понять звучание микрофона, я попробую для вас что-нибудь в него спеть. Пожалуйста, не критикуйте сильно. Я же все-таки не артист. Ой, мороз, мороз, не морозь меня, не морозь меня, моего коня. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Желаю вам крепкого здоровья.